Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, и я сегодня вам расскажу и покажу, как быстро и легко внедрить нашу CRM-систему Hello CRM в ваши образовательные бизнес-процессы. Для этого нужно перейти на сайт hellocrm.ru и нажать кнопку «Попробовать бесплатно». Здесь вы вводите название вашей компании, предположим, это будет там English Super School. Вводите ваше имя, email. Я введу свой личный email, также введу свой номер телефона. Придумаем какой-то надежный пароль. Главное его вам не забыть, чтобы потом в дальнейшем вы могли войти. И промокод. Забегая вперед, если вы введете вот такой промокод, вы получите 1 месяц бесплатной подписки. Ну и также необходимо подтвердить, что вы не робот. Укажем пешеходные переходы. Нажмем кнопку «Подтвердить». Угу. Похоже, я робот. Все, отлично, проверку прошли. И нажимаем кнопочку «Отправить». Необходимо немного подождать. Создается отдельная база данных с вашими будущими данными. Она абсолютно изолирована. Забегая вперед, расскажу, что она хранится у нас на российских серверах. Тем самым мы соблюдаем законодательство о персональных данных, закон о персональных данных. В этом шаге, после регистрации, как видите, мы вошли. Все успешно. Здесь можно пропустить и перейти на более полноценную страницу с настройками и зайти в «Моя компания». Здесь необходимо ввести свои данные. Ну, допустим, здесь у нас уже будет не название компании, а сюда необходимо вводить вашу форму собственности. Ну, допустим, вот так. Вводите индекс. Я для скорости введу просто единички, город, адрес также, допустим, там Советская, 35, например. Ваш email, номер телефона еще раз подтвердить. И руководитель. У нас одна учетная запись, поэтому здесь одна. Также на вкладке «Банковские реквизиты» я рекомендую сразу ввести ваши банковские реквизиты, для того, чтобы потом вы могли выставлять платежные документы. Ну и кассир тоже введем. Так. На вкладке «Дополнительно». Если у вас несколько аудиторий, классов, да, в которых кабинетов, в которых занимаются ваши ученики, то я рекомендую сразу поставить галочку «Использовать аудитории». Также, если вы занимаетесь не только одним направлением деятельности, а у вас их несколько, например, это английский язык, пусть будет французский язык, ментальная арифметика, например, скорочтение, каллиграфия, что-то еще, также рекомендую поставить галочку сразу направление деятельности. Они необходимы для того, чтобы потом вы в финансовых отчетах могли увидеть, какое ваше из направления деятельности, сколько приносит вам выручки, ну а также расходов. Также, если вы ведете журнал термометрии, который сейчас очень актуален, рекомендую поставить галочку. И вы тогда в одном из компонентов сможете быстро, оперативно записывать температуру ваших учеников и распечатывать и подшивать журнал для последующей проверки от Роспотребнадзора. Также у нас здесь есть оплата за планирование, то есть мы можем здесь вводить бонус преподавателям за то, что они пишут планы уроков. Ну, для примера поставим 100 рублей. И продолжительность урока по умолчанию можете ввести сразу, допустим, 45 минут, либо 60 минут. Я оставлю 60. Текущий год обучения также устанавливается с теми параметрами, которые вы используете. Как правило, это либо 1 сентября, либо если есть летняя площадка, например, то есть быстрая подготовка к школе, то можно установить с 1 августа. Ну и конец учебного года, соответствующий следующий год, поставим 31 июля.
Таким образом, мы для CRM-системы определили учебный год, текущий учебный год. Также в компоненте «Домашние задания» вы можете не только задавать домашние задания, но и проставлять оценки. Если у вас есть какая-то бальная система, допустим, от 1 до 5, да, классическая, то вы можете вот такой интервал поставить. Можно от 1 до 10 и сколько угодно. Если оставить поле пустым, то в домашних заданиях можно будет ставить отметку, просто сдал ученик домашнее задание или нет. Ну, для примера поставим от 1 до 5. Здесь мы оставим пусто, потом, если что, вернемся к нему, и этот момент тоже мы опустим. Вот. Остальные настройки вы можете посмотреть самостоятельно, ну, прям бегло расскажу, потому что настраивать сейчас мы их не будем. Есть интеграция с ВКонтакте, с формой их заявок, с официальным приложением. То есть, если у вас есть группа ВКонтакте, вы можете спокойно получать заявки сюда, в нашу CRM-систему. Также имеется интеграция с Zoom. Отдельно потом о ней расскажу. Есть очень подробная инструкция, находится по вот этой ссылке. Сейчас у нас на этапе тестирования есть интеграция с WhatsApp. Ссылки можете указать все свои на сайт, на соцсети, на все. Они показываются в нескольких местах. Это в личном кабинете родителя, в личном кабинете ученика, на онлайн-записи на мероприятия и на странице задолженности с вашего родителя, вашего клиента. Также очень рекомендую подключить интернет-эквайринг, но это мы отдельно тоже проговорим эту тему, потому что так ускоряются, вы так быстрее можете получить выручку за счет того, что оплату вы начинаете принимать онлайн. На этапе внедрения у нас также имеется интеграция с облаками, это Яндекс.Диск, Google Drive и Dropbox. Здесь у нас технические настройки интеграции с вашим сайтом. Ну и здесь информация о подписке, которую можно продлить и активировать. Обращаю внимание на то, что когда мы регистрировались, я вводил промокод и уже получил на 1 месяц подписки бесплатно. Настройки все провели, и можно нажать кнопочку «Сохранить». Чтобы убедиться, что все сохранилось, можно еще раз по вкладкам пройтись, и видно, что вот они, данные наши все есть. Отлично, мы первоначальную настройку сделали. Теперь переходим к формированию самой базы. Первым делом нам необходимо перейти в справочники, в раздел «Тарифы». В этом разделе, в этом компоненте необходимо создать все ваши тарифные планы, по которым оплачивают вам клиенты. Давайте посмотрим, как это делается. Возможно, это будет немного сложно, но на самом деле все просто. Нажимаем кнопочку «Создать» и выбираем, допустим, основной тариф. Пишем основной тариф. Допустим, английский. Можно написать более кратко, допустим, английский групповое занятие. Вот так. Стоимость за период, за месяц вы указываете, какой у вас тариф. Например, это 3200 рублей. И количество занятий за период, ну, как правило, это 8 занятий в месяц. Чуть ниже у нас есть метод начисления заработной платы сотрудникам, то есть преподавателям, которые будут вести эти занятия по данному тарифу. И у нас есть здесь 3 метода. Это за урок, за количество учеников в группе. То есть, например, ходит у вас 6 учеников в группу, и за каждого ученика там начисляется какая-то ставка. И за фактическое количество учеников на уроке. То есть, например, из 6 учеников сегодня пришло 4, то есть за 4 ученика преподавателю начислится оплата. Ну, как правило, это за один урок, и, допустим, это 400 рублей, например. В поле описания можете указать все, что угодно, чтобы для вас было понятно. Но в целом, таки здесь и так все очевидно. Нажимаем кнопку «Добавить», и у нас создался такой тариф. Вот. Если у вас есть, допустим, по английскому языку индивидуальные занятия, необходимо также это сделать, такой же тариф. Допустим, английский индивидуально. Ну, допустим, здесь также 8 занятий, допустим, это уже там 4800, например. Также за один урок и метод начисления, допустим, пусть будет больше, например, зарплата у преподавателя за индивидуальное занятие. Ну, либо меньше, там, как ваши процессы устроены. Вот. Если, допустим, есть групповые занятия, которые 4 раза в месяц всего лишь, ну, то есть 1 раз в неделю, да, таким же образом пишите. Английское групповое занятие, 4 в скобочках можно дописать, здесь указывать, 4 стоимость, ну, и остальные параметры.
Ну, этого делать мы не будем, нам для примера достаточно будет 2 тарифа. В тарифы перешли, создали. Далее мы переходим с вами в учебный процесс группы. Здесь мы создаем ваши ученические группы, и они формируются единым списком. Также через кнопочку «Создать» нажимаем, вводим, допустим, английский, допустим, там 5-7 класс, например. Название рекомендую сразу вам ставить такое, которое, чтобы вам было понятно. Указывайте преподавателя основного. То есть у нас здесь одна учетная запись сейчас, поэтому только одного можно выбрать. И выбираем тот тариф, который вы ранее создали. Ну, если у нас это группа, например, да, давайте сотрем это, просто укажем английский групповое занятие. И мы создали с вами такую группу. Вот, она у нас есть, она у нас пустая. Если необходимо еще раз создать, допустим, индивидуальные занятия, то так или иначе все равно нужно создавать группу. Допустим, английский, ну или допустим, да, английский, например, английский индивидуально. Индивидуально, допустим, Петров. Таким образом, мы понимаем, что это группа английского языка, индивидуальная, где занимается ученик с фамилией Петров, Алексей, например. Также указывайте преподавателя и выбираете соответствующий тариф. То есть у нас английский индивидуально. Нажимаем кнопочку «Добавить», и у нас создалась таким образом вторая группа. Вроде все неплохо, но группы у нас пустые. Что делать дальше? Для этого нам нужно создать с вами учеников, чтобы их добавить туда в группы. Переходим для этого в раздел «Клиенты», и у нас здесь есть родители и ученики. Когда мы создавали CRM-систему, мы сразу решили, что ученик – это получатель услуги, а родитель – это тот, с кем заключается договор и производятся все финансовые отношения. Поэтому мы их отдельно разделили и ведем их следующим образом. Для того, чтобы добавить новую карточку ученика и родителя, переходим в раздел «Родители». Также через кнопку «Добавить» нажимаем и пишем, допустим, Иванова, например, Ольга Петровна. Адрес, допустим, такой, телефон, ну пусть будет так. Второй телефон можете указать, если есть у родителя, он служит просто для информации. Здесь вы указываете email любой, ну, не любой, а email родителя, который служит потом входом в личный кабинет этого родителя. Ну, для примера, давайте я свой прям самый личный укажу. Вот таким вот образом. Вот. К сожалению, email уже занят, поэтому давайте я какой-нибудь укажу другой. Ну, допустим, parent125@hellocrm.ru. Вот. Все, проверку у нас прошел, сообщение об ошибке не выскакивает. День рождения указываем, ну, день рождения родителя. В нашем случае это не принципиально, укажем там 2 недели назад. Паспортные данные я рекомендую сразу заносить, для того, чтобы вы потом могли генерировать договор в нашей CRM-системе. Ну, допустим, это ОВД Новосибирска. И в этой же карточке сразу, чтобы не делать несколько подобных операций, мы сразу добавили возможность ввести данные на ребенка. Ну и, допустим, это Иванов Олег, например. Пол мужской, день рождения у нас, допустим, тоже не принципиально. Телефон, если у ребенка он есть, то введите. Если нет, ничего страшного. Также по поводу имейла. Если у ребенка есть имейл, ну, например, это подросток, да, можете ввести, и таким образом у него тоже будет личный кабинет. Статус у нас он активен уже. Нажали кнопку «Добавить», и у нас в разделе «Родители» создалась карточка на родителя, и где мы видим, что есть ученик. Если у родителя несколько детей ходят к вам, переходим до этого в раздел «Ученики». Здесь видим подобную карточку, только здесь мы видим уже фамилию, имя, отчество ребенка, его дату рождения и здесь кто родитель. В разделе «Ученики» мы добавим еще одного ребенка, например, это ребенок того же родителя. Допустим, это Иванова Света. Выбираем родителя.
обращаю внимание, что здесь у нас есть с вами быстрый фильтр. Ну, так как у нас одна запись о родителе, вы можете, допустим, писать Ольга просто там, например, вот таким вот образом, и у вас останутся только одни Ольги здесь. То есть, когда у вас будет список там из 100, 200 и 500 родителей, вам не нужно будет искать вручную, вы сможете таким фильтром пользоваться быстро. Пол у нас получается женский, статус активен, день рождения, ну, тоже пусть будет недавно. Телефон, имейл, если есть, записывайте, пароль тоже можете сразу ребенку придумать. Если пароль не указывать, тогда автоматически сгенерируется пароль. Но мы рекомендуем все-таки указывать, чтобы не какой-то набор букв и цифр, да, ребенок вводил или родитель, которого он тут же забудет, да, хотя ему на почту этот пароль придет. По какому-нибудь принципу указывайте пароль, чтобы клиенту вашему было легко входить. Здесь также есть параметры школа, класс, смена, линейка учебников, уровень языка и продленка. Они у нас сейчас пустые, я чуть попозже расскажу, как их добавить. Но сразу рекомендую добавить это в справочнике для того, чтобы вы указывали сразу актуальные данные. Потом эти данные можно будет отфильтровать, допустим, отобрать только учеников там 7, например, класса, или кто учится там в первую или вторую смену, или кто по какой линейке учебников занимается. И уже каким-то образом сформировать новую группу, либо им что-то предложить и как-то с ними взаимодействовать. Нажимаем кнопочку «Добавить», и мы таким образом создали второго ребенка, у которого видим того же родителя, и таким образом вы формируете всю свою базу. В разделе «Родители» мы видим чуть-чуть иначе, то есть мы видим одного родителя и что у него вот двое детей. Отсюда тоже это можно перейти в карточку ученика, либо в карточку родителя и получить какие-то данные. Для примера давайте посмотрим, в Иванову Ольгу зайдем, в родителя. Вот мы видим карточку, да, ее, то есть здесь можно добавить свой какой-то комментарий, он будет виден только сотрудникам, у кого есть доступ в этот раздел. И справа мы видим быстрые кнопочки «Позвонить», WhatsApp, Viber, либо email. Видно, кто у него ученики, то есть его дети, да. И финансы, то есть сколько счетов оплачено, сумма оплаченных счетов, то есть здесь аккумулируются данные именно уже по этому родителю. Ну и список его документов. Ну, так как у нас сейчас пусто пока, потом, если что, вернемся к этому и посмотрим. Значит, мы детей добавили, родителя добавили, и возвращаемся обратно в учебный процесс группы. И переходим, допустим, в английский 5-7 класс. Здесь мы также видим преподавателей и тариф. Прошу прощения, давайте, знаете, как сделаем еще? Мы перейдем в настройки и зайдем в аудитории. Здесь мы создадим ваши классы, то есть сколько у вас кабинетов, в которых занимаются. Как правило, это класс 1, класс 2, класс 3, либо можно даже называть их по какому-нибудь принципу. Там кто-то называет странами, кто-то городами, кто-то каким-то еще образом. Ну, для примера, давайте мы создадим там 2-3 класса и посмотрим, как это потом выглядит. Класс 2, класс 3. Также в настройках мы создадим с вами направление деятельности, которые ранее в настройках активировали. Нажмем кнопочку «Создать», и, допустим, это английский язык. И, например, пусть будет ментальная арифметика. Для примера нам достаточно будет 2. Возвращаемся в учебный процесс группы. Переходим обратно в нашу группу. И здесь у нас появились аудитория по умолчанию и направление деятельности. Те параметры, которые в тот раз не были, потому что они были пустые. Ну и, допустим, вы понимаете, что эта группа у вас постоянно занимается в классе номер 2. Укажите ее тогда здесь. Ничего страшного. И направление деятельности выберите, соответствующий английский язык. Нажмем кнопочку «Сохранить». И еще раз вернемся в эту группу. То есть мы видим, что они у нас вот они присвоились. Чуть ниже мы добавляем учеников в группу. Мы добавляем, нажимаем список учеников, и здесь опять у нас доступен быстрый фильтр. И могу уже продемонстрировать. Допустим, пишу Олег, например, да, то есть вот у нас остался только один Олег. Ну, либо можно всех проматывать списком. Допустим, Иванова Олега мы выбрали, нажали кнопочку «Добавить». Таким образом, он у нас вот здесь появился. То есть этот ученик уже, значит, ходит в эту группу. Добавляем ученика еще одного, например, Света. И нажали кнопочку «Добавить». Таким образом, у нас появилось 2 ученика.
А, Вернемся в индивидуальную, давайте. Здесь у нас Петров Алексей, давайте мы назовем Иванов Олег все-таки. Иванов Олег. Нажмем кнопку «Сохранить». Снова вернемся в эту группу. И добавим ученика также. Иванов Олег. Вот. Теперь вернемся снова в нашу прошлую группу. Английский 5-7 класс. И посмотрим, что мы еще здесь можем сделать и увидеть. Мы можем переместить ученика из группы в группу. То есть, чтобы не удалять из группы и в новую заходить, добавлять, да, то есть мы можем выбрать сразу конкретного ученика и переместить в какую-то группу. Ну, этого делать мы не будем сейчас, потому что у нас тут всего лишь 2 группы. Вот. Ну и также мы можем удалить ученика из группы. То есть нажимаем кнопочку «Удалить» и выбираем кого, нажимаем «Удалить», и у нас Иванов Олег исчезнет из этой группы. Чуть ниже мы видим журнал посещений по этой группе. То есть мы будем видеть здесь, когда дети у нас ходят. Чуть позже будет он заполняться у нас. И график успеваемости группы на основе тех тестирований, которые вы занесете. Таким образом, мы с вами создали уже учеников, родителей группы. Следующим шагом давайте с вами создадим расписание. Посмотрим, как оно работает, как его выполнять, как его создавать. У нас есть кнопочка «Добавить». Нажимаем на нее, выбираем дату, когда будет занятие. Допустим, это сегодня, допустим, в 3 часа дня. Продолжительность по умолчанию, которую мы указывали в настройках, подставляется сюда. Выбираете группу английский 5-7 класс, например, и аудиторию, ну, допустим, класс 1. Обращаю внимание, мы с вами добавляли там класс номер 2, да, по умолчанию. Если здесь оставить пустым параметр, тогда назначится аудитория номер 2, класс номер 2 точнее. Ну, для примера сделаем класс 1. Если вы интегрировали Zoom учетную запись, и у вас занятия проходят онлайн, вы можете нажать кнопочку «Добавить в Zoom», и у вас создастся ссылка на Zoom-конференцию вот с этими параметрами, то есть от 30 ноября в 15:00, и она подставится вот сюда. Эту ссылку может ученик в своем личном кабинете нажать, открыть, и у него откроется Zoom-конференция. То есть онлайн-урок откроется. Таким образом, вам не нужно будет создавать в Zoom конференцию, планировать, рассылать ссылки и убеждаться в том, что они у вас проходят, приходят и получают их. То есть, если вы введете правило, что у вас ученики открывают свой личный кабинет, ну, либо родители, да, то есть, если ученики маленькие еще, таким образом, вам не нужно рассылать эту ссылку. Допустим, ввели параметры. В это поле, кстати, вы можете ввести любые другие данные, которые также в личном кабинете ученика и в личном кабинете родителя будет видно. Нажимаем кнопку «Сохранить», и таким образом мы с вами создали сегодня одно расписание. Вроде как бы неплохо, да, то есть, но когда у вас там по 15-20 занятий в день, например, то есть в течение месяца создавать такие расписания неудобно, ну или в течение года, например, да, то есть каждое расписание таким образом создать крайне неудобно. Мы подумали, как мы можем улучшить этот процесс и придумали кнопочку «Добавить массово». Нажимаем на нее. И здесь мы указываем дату, от какой создавать расписание, по какую. То есть, допустим, на месяц вперед, на 2, на 3, хоть на год или там на 3 года вперед. Ну, для примера, давайте там по 30 апреля 2022 года мы сделаем. Указываете время, когда занимается группа. Ну, допустим, это пусть будет в 13:00. Также указываете продолжительность и выбираете дни недели, по которым занимается у вас эта группа. Ну, предположим, это вторник и пятница. Если у вас во вторник, допустим, в 13:00, в пятницу, например, в 15:00, вы эту операцию должны будете проделать дважды. Выбираете группу, в которую назначаете это расписание, и аудиторию по умолчанию. Допустим, это класс номер 2. И нажимаете кнопку «Сохранить». И таким образом у нас от 30 ноября по 30 апреля сейчас создалось 2 раза в неделю расписание. Давайте посмотрим на это. То есть вот мы видим ноябрь, допустим, вот переходим на декабрь. Вот они, эти все занятия. То есть мы в несколько буквально кликов создали расписание там на 3-4 месяца вперед. Ну, таким образом вы можете и на год, и на 2 это делать. Без проблем вообще. Что же делать, когда, допустим, у вас меняется расписание?
Например, вы понимаете, что с 14 декабря расписание по этой группе меняется. Например, они в другое время занимаются или в другой день, то есть последующий. Вы заходите в то расписание от даты, которой оно меняется. То есть, например, 14 декабря. Внизу нажимаете кнопочку «Удалить». И у нас есть три варианта. Первый — удалить это расписание. Вы удалите только конкретно это расписание от 14 декабря. Только одно. Если вы нажмете второй вариант, удалить это расписание и будущее этой группы, вы таким образом удалите от 14 декабря все последующее расписание по этой группе. Ну и можно удалить абсолютно все расписание по этой группе, то есть удалится и будущее, и текущее, и прошлое расписание, все. Но мы крайне не рекомендуем это делать, потому что может статистика таким образом поломаться. Это предназначено для того, чтобы вы, допустим, ошибочно сделали, допустим, на весь период, и необходимо вам быстро это удалить. В данном случае нам необходим только второй вариант. Удалить это расписание и будущее этой группы. Нажимаем на него. И у нас от 14 декабря полностью расписание удаляется. И вы уже с новыми параметрами через кнопочку «Добавить массово» создаете снова расписание для этой группы. Таким образом, вы это тоже так же делаете быстро и оперативно. Очень важный момент, если у вас, допустим, меняется расписание, преподаватель подменяется, либо что-то еще происходит, вы расписание должны поменять заблаговременно, то есть заранее. Например, вы понимаете, что у вас в пятницу 3 декабря, например, не состоится расписание, и оно куда-то должно перенестись. Ну, для примера, например, на сегодня, да. Вы заходите в него и меняете данные эти. То есть указываете сегодняшнюю дату, например, то есть там, ну, пусть будет на 10 утра, для примера нам этого достаточно. И если у вас преподаватель, допустим, который ведет это занятие, не вышел, заболел, там что-то еще случилось, вы также должны здесь поменять преподавателя на того, кто будет вести это занятие. Ну, так как у нас одна учетная запись, мы поменять этого сейчас не можем. Нажимаем кнопку «Сохранить». И мы с вами видим, что это занятие перенеслось на 10 часов утра. То есть у нас на сегодня вот видно, что 3 занятия по этой группе. Теперь давайте посмотрим еще, как можно увидеть по аудиториям на день расписание. То есть, когда у вас несколько аудиторий, как визуально это должно быть видно. Так, дата у нас почему-то здесь применилась другая. Давайте 30 ноября. Вот. И здесь вы визуально видите, у кого, когда, какое занятие. Видно окна, да, то есть администратор у вас может спокойно понимать, что вот здесь есть окно, и он может, допустим, в аудиторию номер 2, в класс номер 2 поставить какое-то занятие. Или на 12 часов, например. Таким образом, визуально очень удобно и видно все эти расписания, все эти занятия. Также есть по аудиториям на неделю, но когда у вас очень много аудиторий, там это не так видно, и окон здесь, к сожалению, не видно. Вот поэтому по аудиториям на день легко можно анализировать ваше расписание. Так, с вами здесь мы закончили. Теперь перейдем к компоненту посещения. Пожалуй, это самый ключевой компонент во всей CRM-системе, потому что от него завязана автоматизация других процессов. Давайте расскажу, как это выглядит и как с этим работать. В компоненте посещения вы видите занятия только сегодняшнего дня. То есть раз, два, три у нас занятия, да? То есть если мы вернемся в расписание, посмотрим. Ну, давайте вот классический календарь откроем. То есть видно 1, 2, 3 занятия. То есть они вот сегодняшние, они здесь отображаются. И в каждой карточке мы видим с вами фамилию, имя ученика и журнал термометрии. И рядом с каждым 3 кнопочки. Что они означают? По умолчанию сразу галочка вот эта выделена. Это значит, что ученик был на уроке и он его посетил. Крестик означает, что ученик пропустил занятие по неуважительной причине. Иначе говоря, он его прогулял, пропустил, что-то еще случилось по какой-то причине, он не посетил это занятие. Домик означает, что ученик пропустил по уважительной причине. Например, по справке о болезни, по заявлению, еще по каким-то другим причинам, которые вы признаете уважительными. Ну, предположим, у нас сегодня вот они были, да.
Давайте у нас Олег все-таки прогулял, и мы очень рекомендуем сюда сразу писать комментарий. Допустим, прогул. Вот, то есть, ну, вы выяснили, что он прогулял, сразу дописали. Эти комментарии очень полезны тем, что вы потом с родителями, с вашими клиентами, вы не создаете такой конфликтной ситуации, когда родитель говорит, а что это у нас там пропусков так много? А у вас сразу есть комментарии, и сразу это видно. Причем в личном кабинете родителя эти комментарии также видны. То есть видно, что ученик прогулял, да, пропустил. То есть и родитель уже самостоятельно может решать вопрос, почему у него ребенок прогулял, например. Ну и здесь заполняйте журнал термометрии, допустим, там у одного ребенка такая температура, ну, там у нас прогулял, он у нас не заполнится, ну, пусть будет так. И теперь очень важный ключевой момент в CRM-системе. У нас есть кнопочка «Отметить». Когда мы ее нажимаем, происходит сразу несколько автоматических процессов. Первый – это занятие считается посещенным, то есть его провели, оно состоялось, значит. Второе – это заполняется журнал посещений по данной группе, по данным ученикам, вот в которой фиксируется как раз-таки, кто пропустил, а кто посетил. Третий момент – это заполняется журнал термометрии. То есть в одном из этого места сразу автоматически сразу это делается. И четвертый, самый ключевой момент, который снимает боль руководителя, автоматически начисляется заработная плата преподавателя в соответствии с теми настройками, с тем тарифным планом, который закреплен за этой группой. Обращаю внимание, что это очень важно, чтобы тариф стоял правильный. Я нажимаю кнопочку «Отметить», и у нас эти процессы прошли, про которые я сейчас вам говорил. И вот у нас эта карточка на 10 часов, которая она ушла. Остались две карточки. Ну, допустим, тоже давайте отметим еще раз. Ну и здесь тоже там поменяем какие-нибудь данные, там, допустим, вот так. И нажмем кнопочку «Отметить». Ну, давайте Иванова Света пропустил его по уважительной причине. Вот. Все, у нас все занятия отмечены на сегодня и вводит соответствующее сообщение. Если мы перейдем с вами в журнал посещений, это общий по всему учреждению, по вашему. Перейдем, ну, допустим, вот ноябрь у нас последнее число. И здесь видно всех учеников, кто посетил или пропустил. Причем визуально понятно, да, что вот Иванов Олег пропустил по неуважительной причине. А вот Иванова Света, она пропустила по уважительной причине. Если вы понимаете, что Иванов Олег, например, потом принес справку о болезни, либо там заявление, да, либо что вы признаете уважительной причиной, нажимаете на эту карточку, ну и здесь меняете статус. Например, по уважительной причине. И, допустим, здесь дописываете комментарий, справка, ну или давайте заявление напишем, заявление. Нажали кнопку «Сохранить», и у нас Иванов Олег стал также другим цветом. То есть, когда у вас ученики посещают в течение месяца все ваши занятия, здесь формируется такая большая картина о о пропусках учеников и посещений. Вот. Теперь давайте перейдем в раздел «Финансы, счета». Ну, хотя если назад вернуться немного, мы здесь с вами в учебном процессе рассмотрели все ключевые моменты, то есть основные для полноценной уже работы. Также хотелось бы сказать еще раз про компонент посещения отдельно, то есть кто это может отмечать и как это происходит. К компоненту посещения имеют доступ все сотрудники. Но преподаватели, например, также могут самостоятельно отмечать свои посещения. И у преподавателя будут видны только его занятия. Только его занятия и те, которые там ему поставили, да, то есть которых подменили, например. А в свою же очередь администратор и руководитель в том числе видит абсолютно все занятия и может также их отмечать. То есть вы самостоятельно можете возложить обязанность либо на преподавателя, который будет тоже отмечать свои занятия, либо этим заниматься, например, будет администратор. Здесь можете выбрать, как вам удобно. Вот, пожалуй, все. По ходу мы потом еще вернемся к этим процессам. Какие-то еще рассмотрим. Теперь хотелось бы перейти в раздел «Финансы». Здесь мы с вами рассмотрим компонент счета. Но на самом деле страшного здесь ничего не случилось, просто у нас отсутствуют данные сейчас, потому что счетов нет.
Что такое счет? Ну, его можно назвать и квитанцией, да, то есть, ну, как правило, это все-таки счет. То есть это документ, который является основанием для оплаты ваших услуг. То есть не должно получаться так, что у вас родитель приходит и говорит, вот, там, оплачу сегодня 3000 рублей, завтра 1000 донесу, да, то есть, ну, как бы так не положено. То есть это неправильно с точки зрения учета и формирования общей картины по финансам. Вы, родителя, должны, как бы, ну, так сказать, известить о том, что родитель должен оплатить услуги, ну, за такое-то количество занятий и на какую-то конкретную сумму. И давайте посмотрим, как это работает. У нас есть кнопочка «Создать», и здесь выпадает меню, есть три варианта. Счет на ученика можно создать, счет на группу, а также счет на все группы. И давайте посмотрим счет на ученика. Здесь у нас параметры достаточно базовые и простые. То есть выбираете дату выставления счета, ну пусть будет это сегодняшняя дата, и на какого ученика вы выставляете счет. Выбираете категорию, ну по умолчанию выбрана у нас оплата обучения, также может быть это продажа методических пособий, либо какое-то прочее. В данном случае выберем оплату и укажем срок оплаты. Как правило, это неделя, 2, там, либо 10 дней. Ну пусть будет, допустим, неделя, то есть до 7 декабря. И здесь вы можете вручную прописать оплата обучения, там оплата обучения за декабрь, например. Декабрь. Вот таким образом. Указываете цену за единицу, допустим, 300, количество там 8, например. То есть, ну, у нас тут автоматически все почиталось. Также выбираете направление деятельности и учетную дату документа. Про нее отдельно я расскажу чуть попозже. Вот таким образом, если мы нажмем кнопку «Добавить», мы создадим с вами счет. Вроде неплохо, но что делать также, опять же, когда у вас там 200-300 учеников, и администратор у вас, ну, будет плакать, да, в конце каждого месяца создавать такие счета. Мы решили администраторов ваших пожалеть и упростили эту работу. Сейчас расскажу, каким образом. Но вот такой счет на ученика я рекомендую делать только тогда, когда к вам приходит новый клиент. То есть он пришел, допустим, за стойку информации, заключил с вами договор, и вы таким образом можете выставить счет. Допустим, он пришел в середине месяца, вы таким образом выставите счет, там, допустим, за половину занятий, да, в текущем месяце, например. Вот, в остальных случаях мы не рекомендуем использовать это, потому что это, ну, это не совсем удобно. Поэтому я просто закрою, создавать мы не будем, и создадим счет на группу. Это гораздо удобнее и гораздо легче. То есть у нас подобное выходит окошко. Мы указываем дату, допустим, 30 ноября, и выбираем группу. Английский 5-7 класс. В этой группе у нас с вами 2 ученика сейчас ходят. Также категория стоит оплата обучения, срок оплаты, допустим, до 7 декабря. И вот здесь вы можете прописать вручную, а можете оставить пустым вот эту всю строку. Если вы оставляете пустым, здесь, кстати, вот подробнее написано, почему пустым можно оставлять. Если вы оставляете пустым, в этом случае сюда подставятся все данные, которые закреплены в тарифе за этой группой. То есть таким образом вам, в принципе, сюда писать ничего не нужно, если у вас в тарифе все правильно настроено. Это самое первое, то, что мы с вами делали. Это самое первое, то, что важное в CRM-системе. Вот. Ну и учетную дату документа мы поставим с вами 1 декабря. Объясню теперь почему. Допустим, вы принимаете оплату на следующий месяц. И, как правило, вы счет такой должны подготовить, ну, из того же нашего опыта, 22 там, 25 числа, как правило, администратор создает счета, допустим, 22 числа, и в личном кабинете родителя видны эти счета становятся. То есть они создаются, их видно, их можно онлайн даже оплатить, если все интегрировано у вас. Ну, либо также этот счет можно распечатать. Сейчас посмотрим, как. И вы понимаете, что вот в конце ноября месяца вы счет выставляете за декабрь, за тот месяц, который вы планируете получить выручку, за те услуги, которые вы окажете в декабре. Поэтому вы ставите здесь, ну, первое число того месяца, за которую услугу вы оказываете. Нажимаем кнопку «Добавить», и у нас буквально там одним кликом создались счета на учеников этой группы. То есть таким образом, если у вас там 6-8 учеников в группе, у вас одной операцией создастся 6-8 счетов сразу. И на ту сумму, которая прописана у вас в тарифе. Если у вас есть перерасчет или
каким-то образом нужно пересчитать, да, допустим, вы можете зайти в этот счет, поставить, допустим, 6 занятий. И у нас сумма здесь автоматически пересчиталась. Простым арифметическим действием умножаем цена за единицу на количество. И нажимаем кнопочку «Сохранить». Вот таким образом мы с вами уменьшили, да, сумму по конкретному ученику. Если у вас, допустим, у учеников есть скидки, ну, как правило, допустим, это там 10%, например, на семейную скидку, либо какие-то еще условия, да, вы можете это тоже настроить. Это можно сделать в разделе «Справочники», «Скидки». Как это работает? Давайте покажу. Нажимаете кнопочку «Добавить», выбираете дату, когда истекает скидка. То есть скидка вечная быть не может, да, то есть, ну, допустим, до конца календарного года вы дали скидку эту. Указываете тип скидки в процентах или в рублях. Мы рекомендуем делать в рублях, чтобы избежать вот этих копеек от процентов, да. И, например, там скидка 500 рублей это. И, внимание, выбираете тариф, по которому занимается этот ученик. То есть, допустим, это английский групповое занятие, и ученик, допустим, давайте Свете дадим скидку такую. Нажали кнопку «Добавить», и у нас сформировалась скидка. Таким образом, мы понимаем, что Ивановой Свете у нас по тарифу английский групповое занятие есть скидка 500 рублей, которая заканчивается 31 декабря текущего года. И если мы теперь вернемся в финансы счета, здесь скидка у нас не применилась, потому что мы счет уже создали. Но когда вы будете в следующий раз создавать счета, допустим, на группу, давайте еще раз просто сделаем для примера. Допустим, 23 декабря, английский 5-7 класс, срок оплаты, здесь оставим пусто, и также 1 декабря. Нажимаем кнопку «Добавить», и у нас видно, что вот Ивановой Свете применилась скидка 500 рублей. И вот у нас сумма стала на 500 рублей меньше. Таким образом, вам не нужно помнить, у кого когда какие скидки. То есть, если вы здесь корректно в справочниках, в скидках настроили все, вам в голове этого держать больше не нужно. Единственное, периодически все-таки проверяйте, проводите аудит скидок, каких-то данных, да, в группах тарифы, чтобы корректно все правильно стояли, чтобы вот, ну, избежать таких ситуаций. Потому что раздел с финансами для родителей очень важен, да, то есть если он увидит какую-то другую сумму, не дай бог, она станет гораздо больше, чем была, например, то может возникнуть какая-то неприятная ситуация, которую потом придется объяснять клиенту. Для примера мы с вами создали 4 счета, теперь посмотрим, как с ними можно работать. То есть счет – это просто основание для оплаты, то есть это не значит, что его оплатили, да, вы просто известили родителя о том, что вам нужно, что родителю нужно оплатить этот счет. И чтобы его каким-то образом известить, помимо того, что в личном кабинете его видно эту информацию, вы можете сделать, нажав на вот кнопку дополнительного меню, открыть счет на оплату. И открывается такая вот квитанция, где в шапке видны банковские реквизиты, и родитель может самостоятельно взять и оплатить, допустим, перевести, ну, открыть банковское свое приложение, ввести эти реквизиты и оплатить, или пойти в банк, например, да, то есть оплатить. Ну, как бы это не совсем удобно сегодня уже, но тем не менее возможность такая есть. И вы можете распечатать такой счет и отдать родителю, ну, либо передать с ребенком. Второй момент еще, второй способ. Можно также сделать квитанцию по D4. Она удобнее. Это такая классическая, наверное, сберовская квитанция, где показываются данные и плюс формируется QR-код. То есть и родитель у вас может уже спокойно взять, отсканировать через свое банковское приложение и перечислить деньги на ваш расчетный счет. Единственный важный момент, вот у нас сейчас в примере банковских реквизитов нет здесь, то есть, ну, единички, да, занесены. И QR-код вот этот, он неправильно, получается, сформировался у нас. Что нужно сделать? Нужно в настройках компании ввести правильно ваши банковские реквизиты, все цифры, все расчетный счет, корсчет, БИК и так далее, да. Создать счет тестовый, допустим, ну, там на 10, на 50 рублей самостоятельно просто. И попробовать самостоятельно отсканировать и посмотреть, правильно ли ваше приложение банковское прочитало этот QR-код. Если все корректно, правильно, можете такие квитанции тоже выдавать. Вот. Что делать, когда родитель к вам принес деньги, оплатил, например, либо, ну,
каким-то из способов, да, то есть и вы как-то его должны зафиксировать. И здесь есть два способа. Это кассовый ордер и просто отметить оплаченным. Если вы выбираете кассовый ордер, это значит, что к вам родитель пришел прям вот с наличными деньгами, прям отдает вам в руки вот эти бумажные деньги, и вы тогда выдаете ему кассовый ордер. Ну, это своего рода фискальный чек из такого уже далекого будущего, да, то есть его вот вы можете также распечатать, эту печать поставить, правый корешок ему отдать в руки, и как бы это будет способом подтверждения, что клиент все-таки оплатил, да, то есть, ну, нельзя просто так взять и отдать. Но если у вас есть онлайн-касса, то вы выдаете фискальный чек еще, но эту квитанцию можно не печатать. Но обращаю внимание, сейчас, если мы обновим с вами страницу, то CRM-система уже его пометила оплаченным. Вот стоит галочка справа. То есть эти 2700 рублей, они у вас уже зафиксировались как полученная выручка. Когда родитель вам оплачивает, допустим, переводом на банковский счет, там еще каким-то способом, вы можете выбрать способ отметить оплаченным. Таким образом, тоже он отмечается оплаченным, и у нас вот эта сумма 3200 рублей зафиксировалась как выручка уже в CRM-системе. Если какая-то произошла ошибка, вы можете еще раз зайти и выбрать «Отметить неоплаченным». Еще хотелось бы отдельно сказать о кассовом ордере и «Отметить оплаченным». От того, какой вы способ выбираете, у вас формируется отчет отдельный, в этом разделе видно его, отчеты «Способы оплаты». И в нем CRM-система показывает, сколько вам принесли в рублях наличными, а сколько, допустим, оплатили на расчетный счет. Ну, сейчас у нас там данные не такие правильные, наверное, ну, пустые, да, то есть мы видим, что вот в ноябре месяце вот у нас оплачено всего на 5900, 3200 у нас поступило в банк, 2700 через кассу наличкой. Ну, вот таким образом вы за месяц можете проанализировать данные, понять, сколько у вас, какая структура выручки идет куда. Вот, ну, это уже когда накопятся какие-то данные. Вернемся в счета. И, в принципе, о них я вам все рассказал. Также, когда вы формируете, ну, допустим, будущей датой, либо еще как-то, каким-то образом счета, они могут не появиться по одной простой причине, потому что у нас есть фильтр, который по умолчанию выбирает данные за последние 3 месяца. То есть, если вам нужно вернуться на полгода назад, вы расширяете этот параметр и спокойно также смотрите. Можно также по ученикам посмотреть, по статусу оплачен или не оплачен, и интервал сумм каких-то. Вот. В кассе приход у нас с вами формируются вот эти вот приходные кассовые ордера, которые чуть раньше показывал, но которые вот наличными средствами, когда приходят. В кассе расход у нас сейчас пусто. Ну и посмотрим учет операций. И вот в учете операций у вас фиксируются абсолютно все записи, которые у вас поступили как выручка, либо какие-то расходы. Если посмотреть сейчас у нас в примере, то есть мы с вами видим, что у нас есть вот два поступления оплаты обучения, то есть одно вот зафиксируем, что оплата наличными, а другая вот поступление оплаты по счету. И также, когда мы с вами в компоненте посещения отмечали занятия, вот здесь видно, что автоматически начисляется заработная плата преподавателю. В течение месяца она аккумулируется вот такими цифрами, то есть по каждому занятию. И потом вы 2 раза в месяц начисляете заработную плату. Ну, можно также делать и 1 раз в месяц. Давайте посмотрим, как это делается. Это самый такой болезненный процесс для руководителей, когда вручную сидите, считаете, кто сколько отвел. У нас это все автоматизировано. Переходим в раздел «Зарплата». Через кнопочку «Создать» мы сейчас попробуем начислить заработную плату. Выбираем дату начисления. Есть один момент. По законодательству авансовую часть вы должны начислять с 10 по 15 число, и в аванс попадают первые 10 дней. Но так как у нас уже конец месяца, вы можете просто последнюю дату месяца указывать и начислять таким образом, то есть окончательный расчет за месяц. Также обращаю внимание, что начислять зарплату не рекомендуется раньше, чем последнее число месяца. Например, предположим, что сегодня, допустим, не 30, допустим, а 26 ноября,
и вы начисляете зарплату, и таким образом у вас зарплата, естественно, начислится только до 26 числа. То есть, а которые у вас есть занятия еще там за 4 дня, да, допустим, календарных, они у вас, к сожалению, в расчет не попадут. Поэтому мы рекомендуем делать только последним числом месяца начисление зарплаты. Выбрали это последнее число, выбрали сотрудника, по которому делается начисление, и нажали кнопку «Добавить». У нас создалась такая карточка. Заходим в нее еще раз. И здесь у нас CRM-система показывает, что вот начислена зарплата за 3 занятия, те 3 занятия, которые мы с вами чуть ранее отметили, и на сумму 1200 рублей. Ну, так как они у нас были по 400 рублей, то получается 1200. То есть, если вы в течение месяца не начисляли зарплату, ну, допустим, за вторую половину месяца, у вас она начислится, то есть, ну, здесь будут какие-то другие цифры, то есть то количество занятий, которое было отмечено в компоненте посещения, и на ту сумму, который по тому тарифу, которым занимался, точнее, работал преподаватель. Но, забегая чуть-чуть вперед, вы здесь никак не ограничены, то есть вы можете поставить, допустим, 6 занятий на сумму, там, например, 2400. Ну, предположим, вы как-то решили по-другому начислить. Ну, давайте я сейчас закрою, еще раз открою, и у нас появятся те старые данные. Также вы, как руководитель, можете внедрить систему мотивации, что-то еще, допустим, добавить. То есть вы можете добавить строку начисления и, допустим, написать премия. Премия одна, допустим, в размере там 2000 рублей. Также вы можете, допустим, какая-то произошла конфликтная ситуация, что-то сломали, разбили, не дай бог, какой-то конфликт меню вдруг у вас есть, да, вы можете написать штраф. Допустим, он также один, и, допустим, там 700 рублей. Очень важно указать сумму с минусом, то есть, ну, потому что это штраф. Здесь можете дописать комментарий, например, какой-то, то есть, ну, он будет виден только тем, у кого есть доступ к этим записям. По умолчанию к зарплате имеет доступ только руководитель, никто больше другой. И нажимаете кнопку «Сохранить». Таким образом, мы с вами начислили заработную плату сотруднику, и она у нас составила 2500 рублей. Можно еще раз зайти, поменять какие-то данные. Если необходимо удалить, то просто стираете это. То есть, ну, полностью строку, и она у вас уйдет. Давайте я еще раз зайду. Вот, и вы ее начислили, но вы ее не выплатили еще. То есть это не платежный еще документ. И когда вы понимаете, что вы все корректно начислили, все правильно у вас здесь установлено, вы можете нажать кнопку «Выплатить». Я ее нажимаю, и у нас зарплата помечается выплаченной. Таким образом, если мы перейдем в учет операций, то мы увидим, что те автоматические начисления по 400 рублей 3 штуки, которые у нас были, они исчезли, они удалились, и сформировалась одна единая запись, то есть последним числом месяца. Также, если мы перейдем в кассу расход, здесь сформировался расходный кассовый ордер, в котором указано, что выдана заработная плата сотруднику. И ее также можно взять и распечатать. То есть вы ее распечатали, под подпись отдали сотруднику, он подписал, что получил, да, то есть этот расходный кассовый ордер у себя где-то сохранили. Но это такая классическая бухгалтерия, которую рекомендуется придерживаться. В учете операций у нас, да, эта сумма сформировалась. Ну и в зарплате тоже она есть. Вот таким образом мы работаем с финансами. Если мы перейдем на домашнюю страницу, мы с вами можем увидеть, как вы как руководитель можете увидеть выручку, расходы и доходы. То есть за сегодня, вчера, на этой неделе и в этом месяце. То есть, в принципе, она у нас вот так и есть. Да, у нас счетов там оплаченных на 5900, вот она выплачена зарплата на 2500. Ну, плюс какую-то еще дополнительную аналитику. Теперь давайте поговорим с вами еще об одном процессе автоматизации. Это документы. Это та боль и администраторов, ну и в какой-то мере руководителей, когда на заключение договора уходит очень много времени. Давайте покажу, как это все можно автоматизировать. Вы можете создавать любые типы документов, которые здесь указаны на вкладках, но мы сейчас поговорим о договоре. И для того, чтобы нам создавать договор, мы должны с вами перейти в шаблоны документов.
То есть создать шаблон сначала документа, по которому будет формироваться договор. Давайте нажмем кнопку «Добавить». И, допустим, введем основной договор. В скобках можно подписать, допустим, английский. Если у вас на разные направления деятельности разные договоры, то можно вот так подписывать их. Префикс можно указывать, можно оставить пустым, но, допустим, из опыта также мы указываем текущий год обучения. Допустим, это мы понимаем, что это английский, допустим, букву А ставим. Ну и, допустим, 21, 22, например, вот так можно указать. То есть вы будете понимать, что у вас вот именно вот эти договоры, они именно за текущий год обучения. Выбираем тип документа договор, у нас уже выбран, статус активен. И теперь самое интересное. У вас, допустим, есть договор, он, скорее всего, в Word сделан. Вы его открываете, копируете целиком и полностью текст и вставляете сюда. Но так как у нас в примере сейчас здесь пусто, то есть и договора, ну, к сожалению, под рукой нет никакого, давайте просто сделаем текст такой, ну, текст рыбу, да, так называемый. То есть, допустим, договор, здесь, допустим, у нас будет стоять номер от даты такой-то, ну и там префикс поставим. Допустим, там мы там ниже подписавшиеся, если в лице, допустим, руководителя, ну, допустим, я себя напишу, и, допустим, клиента, ну и клиент. Обращаю внимание, что склонять, к сожалению, фамилии мы склонять CRM-система у нас умеет, но так как фамилии иногда разные бывают, да, очень разнообразные даже, может так получиться, что CRM-система просклоняет ее неправильно и получится какая-нибудь неудобная ситуация. Поэтому все фамилии пишутся в именительном падеже. То есть сюда мы поставим фамилию клиент, допустим, ну там его, да, будет вот здесь, что, допустим, его дата рождения, например, ну и, допустим, паспортные данные, например. То есть там у вас дальше идет текст весь всего вашего договора, какие у вас формулировки, пункты и так далее. То есть нам для примера этого будет сейчас достаточно. И чуть ниже мы указываем, какие данные использовать в этом документе в шаблоне. То есть мы используем родителя, ну и ученика, если вы на ученика тоже, если данные ученика тоже как-то фиксируются в договоре. Ну, нам достаточно будет для родителя. И чуть ниже у нас есть переменные, точнее подсказки шаблонизации, и вот, допустим, есть переменные для документа. То есть если вы хотите вставить номер договора, вы выделяете его, копируете, вот таким вот образом, скопировать, и вставляете в то место, где он должен появиться. То есть договор, номер, допустим, вот мы префикс давайте поставим с вами. Да, здесь вот редактор спрашивает всегда, то есть как вставлять. Ну, почему-то здесь у меня он ускакивает сюда. Ну, давайте мы его переставим еще раз, вот так. Вот, ну и от даты какой, да, у нас дата, допустим, вот такая вот. То есть вот эти фигурные скобочки, главное с фигурными скобками это все сделать. И у вас потом при создании договора эти фигурные скобки заменятся соответствующими данными. Ну и чуть ниже мы посмотрим, допустим, переменные для родителя, какие мы можем использовать. То есть здесь фамилия, имя, отчество полностью, по раздельности, да, адрес родителя, телефон. Ну, в принципе, все те данные, которые указаны в вашей карточке родителя. Нам для примера достаточно будет просто только одной фамилии. Допустим. Угу. Дата рождения давайте тоже укажем. Самый первый раз этот шаблон создать уходит, да, достаточное количество времени. Это может быть немного сложно. Но в целом таки вы это раз сделаете, и потом, даже если у вас договор меняется или шаблон на следующий год поменяется, вы просто уже этот текст скопировали и в новый шаблон вставили. Ну, давайте, чтобы время не терять, паспорт мы не будем писать. И таким образом мы вот, ну, как бы вот такой у нас, ну, такой шаблон договора получился.
Также вы можете это все дело кастомизировать. То есть можно там по центру поставить, размер шрифта увеличить, да, побольше сделать. Рекомендую также, чтобы потом визуально видеть, чей договор, да, на кого заключен, вот эти данные выделять жирным, чтобы, ну, их было видно при печати. Ну, наверное, и все. То есть мы с вами вот здесь все данные ввели, отредактировали как положено. Нажали кнопочку «Добавить». И таким образом мы с вами сделали основной договор по английскому языку. Возвращаемся обратно в документы, офис документы. И у нас рядом с договором появилась кнопочка «Добавить». И теперь смотрите, сколько времени занимает создать этот договор. Я нажимаю кнопку «Добавить», выбираю основной договор. То есть выбираю тот шаблон, который будет. Если у вас, допустим, несколько здесь шаблонов, то будет просто список из этих шаблонов. Нажимаете «Основной договор». Выбираете дату, когда, ну, то есть она подставляется текущая дата, сразу подставляется номер порядковый, то есть потом следующий документ будете когда создавать договор, точнее договор, да, будет номер 2, 3 и так далее. Выбираете родителя, ну, здесь у нас он один, и в произвольном тексте здесь ничего писать не нужно. Просто нажимаете кнопку «Добавить». Добавили, и у нас вот создался договор. Теперь, чтобы его распечатать, нужно нажать на кнопку дополнительного меню и выбрать «Печать». Открыли, вот он у нас появился. Все, дальше нажимаете «Файл, печать» и отправляете его на принтер. Вот таким вот образом. Давайте еще раз создадим быстренько. Нажали «Добавить», основной договор. Вот у нас порядковый номер уже следующий поставился. Выбираете родителя и нажали кнопку «Добавить». Все, договор готов. То есть также нажали «Печать» и распечатали. Есть лайфхак. Если перейти в шаблон документов, в основной договор, здесь ниже, после основного договора, вы можете сделать согласие на обработку персональных данных. То есть, ну и дальше по тексту это согласие. А также еще согласие, допустим, на фото и видео. На фото и видеосъемку. Также текст согласия сделали. И таким образом вы, когда будете печатать один этот договор, у вас из принтера будет печататься уже готовый пакет документов для родителя. То есть вам не нужно будет его отдельно просить подписать там-то, то-то, заполнить. То есть у вас сразу готово. Это плюс сервис заботы к родителю, и к вам они охотнее и лояльнее будут относиться. Вот. В принципе, мы с вами рассмотрели весь основной функционал. Также у нас есть, давайте бегло прям совсем расскажу, компонент мероприятия. Вы можете в нем создавать все свои мероприятия, чтобы привлекать новых клиентов. Например, вы там в воскресенье, допустим, 15:00 проводите какой-нибудь день открытых дверей, допустим. Открытых дверей. Ну, либо это может быть какой-нибудь киноклуб, либо там клуб настольных игр, что-то еще такое, когда вы хотите привлечь новых себе клиентов. Ставите галочку «Создать ссылку для онлайн-записи». И здесь в произвольной форме описываете все свое мероприятие. То есть приходите к нам на день открытых дверей, допустим. Открытых дверей. Можно также, обращая внимание, вставить сюда изображение, вставить какой-то файл, допустим, PDF, Word, Excel, что-то еще, если необходимо, опять же, да. Ну и также вставить видео. То есть это может быть ссылка на видеоролик с YouTube, либо код плеера, где там позволяет вставлять, да, то есть это может плеер ВКонтакте, Одноклассники и что-то еще быть. И таким образом у вас встроится здесь видео. Ну, мы этого делать сейчас не будем, нам достаточно этого будет для примера. Ну, можете кастомизировать здесь, там указать, допустим, вот так, там текст, не знаю, там вот таким, допустим, сделать, если это необходимо, опять же. Нажимаем кнопку «Добавить», и у нас с вами создалось мероприятие, на котором видно, что у вас 0 человек еще записалось, есть ссылка. И эту ссылку вы можете перейти по ней и увидеть вот такую карточку.
Прошу прощения, нам еще необходимо еще раз зайти в карточку и указать минимальное количество участников. Например, это там 6, например, пусть будет. Нажали кнопку «Сохранить». И давайте еще раз перейдем. Вот. И мы с вами видим вот такую карточку. То есть мы видим название, дату, видим сообщение, что количество мест ограничено. Тем самым мы можем создать искусственный дефицит на запись на мероприятие. То есть если мы здесь поставим там 3 места осталось, ну, вероятнее всего кто-то поторопится и запишется. И плюс здесь форма записи на это мероприятие. Допустим, я запишусь, давайте. Допустим, вот так. И номер телефона. Вот таким вот образом. Я нажимаю «Зарегистрироваться» и вижу вот такое сообщение. То есть, что я зарегистрировался на данное мероприятие. В свою же очередь вы можете увидеть здесь, то есть если мы обновим страницу, что записался у нас один человек. Зайдем, если в карточку, ниже видно, кто записался. И мы можем ему уже позвонить, написать и уточнить какие-то детали, да, то есть какие-то подробности рассказать о мероприятии. Таким образом, вы можете дополнять свою клиентскую базу через такой компонент. Компонент «Домашние задания». Здесь все просто. Это могут добавлять преподаватели, администраторы, ну и руководители в том числе. Через кнопочку «Добавить» вы указываете домашнее задание, допустим, срок выполнения, когда, допустим, к 3 числу, например, задание, там, не знаю, пусть будет, не знаю, выучить алфавит в 5-7 классе. Вот, и здесь в подробной форме также пишите задание, подробное описание здесь уже идет. И также вы можете здесь вставить изображение, файл, либо видеоролик. Нажимаете кнопочку «Добавить», и ученики этой группы, английский 5-7 класс, в своем личном кабинете, а также в личном кабинете родителей этих учеников смогут увидеть это домашнее задание. И, допустим, вы его, кто-то вам как-то задает каким-то образом, да, там онлайн, неважно каким образом, вы можете ставить отметки. Нажимаете отметку, и здесь уже, вот, допустим, видно, что Иванов Олег, допустим, там выполнил на 4, там, а Света там на 5, например. И комментарий можно дописать какой-то. И эти комментарии видны в личных кабинетах родителей. То есть я нажимаю кнопку «Сохранить», и данная статистика формируется, записывается в базу. Вот. Также у нас есть планы уроков. То есть здесь у вас преподаватели могут создавать свои планы уроков. Также через кнопку «Создать» выбираете месяц, на который вы формируете план уроков. Ну, допустим, это там за декабрь, да, например, то есть по группе, по какой план уроков, ну и сколько часов у вас запланировано занятие с этой группой. Зашли снова в эту карточку. И здесь через кнопку «Создать» вы уже пишете сами планы уроков. То есть, допустим, у вас там в пятницу занятие, например, урок номер 1, тема там юнит, не знаю, там 5, например, да. Указываете содержание урока, что на этом уроке. Ну и здесь остальные поля также заполняете. Нажимаем кнопку «Добавить». Хотя нужно было все-таки добавить. Давайте что-нибудь все-таки напишем здесь. Ну, давайте рыбу просто напишем. И у вас, получается, преподаватель должен таких 8 записей сделать по этой группе. Ну, мы сейчас делать этого не будем, чтобы времени не терять. Ну, в целом логика понятна. И когда преподаватель у вас, допустим, заполнил план уроков, нажимает кнопочку, выбирает «Отправить на утверждение». То есть таким образом он вашему методисту или сотруднику в лице методиста отправляет на утверждение этот план уроков. Этот план уроков уполномоченный сотрудник проверяет, смотрит, в случае чего он, допустим, может отправить на доработку, либо утвердить. Ну, давайте нажмем «Утвердить», и он у нас переходит в статус «Утвержден». И в этот момент также создается вот эта бонусная часть, которую мы с вами вначале настраивали. То есть там 100 рублей, по-моему, ставили. Вот таким образом мы понимаем, что этот план уроков утвержден, и по нему должен декабрь месяц вестись план уроков.
у конкретно этой группы по конкретно этому сотруднику. Вот. Перейдем в раздел тестирования. Здесь вы заносите не сами тесты, а результаты тестирования. То есть, предположим, у вас в течение месяца изучалась какая-то тема, и нужно замерить эффективность этой темы, да, как ее выдали, как ее ученики усвоили. Также нажимаем кнопку «Создать», выбираем дату, когда был тест, ну, предположим, пусть сегодня, да, был, допустим, там юнит 4, например, да. Количество вопросов в тесте, например, было 20, и группа, по которой проводился тест. Нажали кнопку «Добавить», у вас создался тест. Заходим в него еще раз, и здесь мы видим учеников этой группы. И уже здесь вводим, сколько правильных ответов ученики у вас дали по этому тестированию. Ну, из 20, да, вопросов в данном случае. Нажали кнопку «Сохранить», и мы уже с вами можем увидеть результат средний, ну, результат тестирования в этой группе. Если зайдем в саму карточку, то мы можем увидеть результат по каждому ученику. Также это видно в личных кабинетах родителей и учеников. И еще видно это в самой группе. Таким образом, вы можете формировать эти все занятия, эти все тестирования, прошу прощения. Вот. Ну, в принципе, все основные компоненты мы с вами поговорили, просмотрели. Вот у нас журнал термометрии заполняется таким образом. Его можно распечатать. То есть вот в таком виде и подшить, допустим, для проверки, например. То есть раз в месяц можно делать, спокойно подшивать, делать. По поводу справочников. Они находятся здесь у нас. Мы можем с вами здесь заполнить школы ваши. Допустим, школа номер там 1, например, да, школа номер 22, пусть будет. Те школы, которые у вас ученики, ну, из которых к вам ученики ходят, там, либо близлежащие. Ну и таким образом остальные все привести справочники в порядок. И их потом уже клиенты ученики, если мы перейдем в карточку ученика любого, можем здесь уже выбирать эти параметры. Вот таким вот образом. Основные настройки вам я показал. Показал, как работать с CRM-системой, все ключевые моменты и особенности. Вы можете начинать приступать работать к ней и полноценно пользоваться. В разделе «Сотрудники» еще хотелось бы сказать отдельно. Вы добавляете всех своих сотрудников, да, заносите учетные записи. Обязательно указывайте при создании email пользователя, его, ну, и преподавателя, да, например, то есть и пароль, и указываете соответствующую группу. Когда вы указываете соответствующую группу пользователей, создаются определенные права доступа к этим компонентам в CRM-системе. То есть у вас преподаватели, допустим, смогут получать доступ только к учебному процессу. Вот, в остальные разделы типа клиента, финансы, офис там, и отчеты доступа у них не будет по умолчанию. Но если вы хотите кому-то из преподавателей, либо управляющих, либо администраторов дать доступ еще к какому-то компоненту, вы можете зайти в его учетную запись. Здесь нажать кнопку «Права доступа». И откроется вот такая большая, очень длинная настройка, в которой вы можете спокойно дать доступ. Допустим, вы хотите какому-то сотруднику отключить доступ к домашним заданиям. Полностью убрали его, то есть у него доступа не будет. Если просто хотите, чтобы он просто видел список домашних заданий, оставили только чтение. Ну, также, допустим, если чтобы он создать, изменять мог, вот эти вещи сделали. Бывают ситуации, когда, допустим, сотруднику, ну, нет там полного какого-то доверия, да, либо что-то еще. Мы рекомендуем опцию удаления отключать. То есть, чтобы, ну, нарочно никто ничего не поудалял. Вот. У руководителей эти опции по умолчанию абсолютно все активированы. У менеджеров, ну, у администраторов, у преподавателей, у остальных групп пользователей там какие-то включаются, какие-то отключаются автоматически. Вот. Также бонусом хотелось рассказать о филиалах. У нас можно создать филиалы, то есть у вас, допустим, 2, 3 или более филиалов, вы можете через кнопочку «Создать»
добавить свои филиалы. И также выбрать сотрудников, у которых есть доступ к тому или иному филиалу. Ну, например, у вас преподаватель работает в 2 филиалах, да, то есть вы ему доступ к 2 филиалам предоставите. Причем мы никак не ограничиваем, то есть и дополнительную плату за филиальную систему не берем. То есть это все работает в рамках единой подписки. Отдельно хотелось бы рассказать еще о нашем, ну, нашей философии, о том, что мы за дополнительные записи никак дополнительную плату не берем. То есть мы не ограничиваем вас в количестве учеников, сотрудников или в количестве групп, да, то есть вот в филиальной системе мы также вас никак не ограничиваем. То есть вы в рамках единой подписки CRM-системы, то есть оплачиваете год, полгода или там 3 месяца, ну либо месяц, вы пользуетесь абсолютно полностью, то есть количество записей для вас никак ограничено не будет. Поэтому пробуйте, пользуйтесь, попробуйте внедрять систему. Если все хорошо у вас получается, то приступайте к использованию. Вот. Также отдельно хотелось еще вам рассказать о том, что у нас есть техническая поддержка. То есть вы нажимаете просто сюда кнопочку, и появляются возможные формы связи. WhatsApp, Telegram, ВКонтакте и на email. Бонусом вам секретным таким небольшим расскажу, что WhatsApp — это именно персональная связь со мной. То есть если вы нажмете сюда, у вас откроется на компьютере WhatsApp, либо в телефоне, и вы полноценно сможете задать вопрос персонально мне. Вот. Поэтому пользуйтесь нашей CRM-системой, внедряйте ее. Будут вопросы, обязательно задавайте. Спасибо, что были на связи со мной. Всего доброго, хорошего вам дня. До свидания.